прошлой серии мы говорили о лидере и группе. Пришло время поговорить о третьем элементе – доктрине. Лидер и группа должны опираться на какое-то учение. В тоталитарных сектах идеология выдается за истину и единственную карту реальности. Обычно доктрина носит абсолютистский характер и разделяет мир на черное-белое, добро-зло, мы-они. Группа и ее лидер – это воплощение добра, весь остальной мир – воплощение зла. Доктрина служит не только фильтром для поступающей информации, но и руководством по осмыслению и обработке отфильтрованной информации. Даже самые сложные доктрины в конце концов сводят реальность к двум полюсам. Черное и белое, добро и зло, духовный мир и физический мир, мы и они. Плюрализма нет и быть не может. Согласно доктрине, ни одна другая группа не может считаться истинной, хорошей, религиозной, реальной, ибо это угрожает монополии секты на истину. Вольные интерпретации и отклонения от общего курса доктрины недопустимы. Беда в том, что нынешняя российская доктрина – это чудовищный микс невежества, мракобесия, самовлюбленности и паранойи, как собственно и большинство доктрин тоталитарных сект. Первая идея, которая легла в основу российской доктрины. Даже не идея, а та земля, из которой все остальное выросло. Невежество и конспирология. Поверить во все это мракобесие с боевыми комарами можно было только в том случае, если человек очень мало знает о реальном мире и верит в теории заговора. Безусловно, конспирологи есть во всех странах, но далеко не в каждой стране конспирология становится идеологическим мейнстримом. Конспирологический взгляд на мир в головы россиян внедряли годами. Вот, например, эфир главного федерального телеканала, шоу Андрея Малахова. Конечно, инопланетяне, они существуют, они приходят, прилетают на Землю, они везде работают, они тоже заняты своими делами, они совершенствуют мир, создают небесные тела, вот эти звезды, солнце, все они создают. Это такие же люди, но только сверхмощные. А это мой любимый персонаж, Игорь Прокопенко с телеканала РЕН-ТВ. Вы смотрите самые шокирующие гипотезы. Программу о том, как устроен мир с точки зрения альтернативных знаний, которые могут не совпадать с официальной точкой зрения. Итак, сегодня в нашей программе вы увидите. Россия – родина единорогов. Какие еще существа не миф? Невероятная сенсация в археологии. Под египетским сфинксом найден зал летописи Атлантиды. Неизвестное науке существо снова терроризирует деревню. Это тоже еще одна разумная цивилизация. Сенсационная экспедиция. Кто живет в глубине острова Пасхи? И тут я увидел огромные красные глаза. Древние тайны Хакасии. Что спрятано в старых шахтах? Люди, которые замерзали на зиму, как лягушки. Замерзали и потом оттаивали. Кстати, обратите внимание, как Прокопенко манипулирует словами. Альтернативные знания и официальная точка зрения. То есть настоящая наука – это просто точка зрения. А вот эта прокопенковская бредятина – это истинные знания. Только альтернативные. Годами он отравлял сознание россиян россказнями про инопланетян, рептилоидов, снежного человека, мировое правительство и вакцины с микрочипами, которыми это самое мировое правительство хочет спровоцировать массовое бесплодие у всего населения планеты. Если честно, больше всего меня поразил один его так называемый документальный фильм про крушение Титаника. В нем утверждалось, что Титаник потопило инопланетное НЛО, потому что в трюме корабля масоны перевозили из Египта в Америку мумию древней царицы. То есть в одну кучу свалили вообще все, что только можно. Зачем инопланетянам мумия? Какие претензии у них были к масонам? И причем тут Титаник, я уже в деталях не помню. Вы оцените глубину замысла и фантазию авторов. И вот эта ахинея транслируется каждый божий день в прайм-тайм, когда россияне приходят домой с работы и садятся ужинать. А сейчас тот же самый Игорь Прокопенко рассказывает им всю правду о войне в Украине. Развал Украины и заговор против Зеленского. Что сулит 2023 год Киеву? Вы считаете, что Украина расколется? Да, определенно. Думаете, это просто варево для маргиналов и сумасшедших? Все гораздо серьезнее. Это оружие массового поражения. Это отрава для массового сознания, позволяющая имплантировать в него самые бредовые конспирологические теории. Хуже того,
Оказалось, что голова первого лица государства набита опилками не меньше. Он точно такой же конспиролог и мракобес. Не верите? Слово Юлии Латыниной, известному российскому журналисту. Надо послушать речь, которую господин Михаил Ковальчук, который, напомню, сейчас у нас Курчатник возглавляет, и вообще еще в советское время защитил диссертацию по кристаллографии. И вот 1 декабря на форуме в Сочи, это был даже почти научный форум, господин Ковальчук толкнул речь. И, кстати, напомню, что Михаил Ковальчук – это брат Юрия Ковальчука. А Юрий Ковальчук – это у нас единственный человек, который, по слухам, спокойно в путинский бункер заходил во время ковида и, соответственно, грел ему ухо. И, то есть, просто более влиятельного ученого, или в кавычках ученого, в России не существует. И вот что же сказал этот влиятельный ученый? Он дословно сказал, что, значит, западная элита, а именно Горный, Бильдербергский, Римский и Давосский клуб, которые уже столетия заседают, я цитирую дословно, мечта в том, чтобы вывести служебных людей для того, чтобы существующий строй уже больше не менялся, и они могли бы царствовать. И сегодня появилась технологическая возможность создать служебных людей. Это я цитирую дословно. «И вам больше не будет столько нужно людей вообще», продолжает Ковальчук. «Искусственная матка, инкубатор и как цыплята. И дальше вы при помощи генетического редактирования можете получить служебных людей в нужном количестве». Конструкторы телеканала РЕН-ТВ разработали это. Так что это совершенно не случайно, что российская пропаганда то натовские биолаборатории находит в Украине, то Василий Небензя созывает очередное совещание ООН и там рассказывает про модифицированных военных москитов. И это вот ровно то, во что верит Путин. Я напоминаю, что еще в 2017 году Путин публично начал рассказывать, как вот собирают генетический материал российского народа, который вывозят потом за границу, видимо, чтобы сделать из него биологически избирательное оружие, которое поражает только русских. Это исторический факт. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос, вот это для чего, зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы. В том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Единственное, что я не совсем понимаю, каким образом вот это оружие делают также, согласно Кремлю, в биолабораториях Украины, и одновременно в Кремле утверждают, что русские и украинцы – это один народ. Ну, что называется, вот вы либо крестик снимите, либо штаны наденьте. Это значит, что уже можно это представить, даже не очень теоретически, а уже можно практически представить, что человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный, человек, который может воевать без страха и без чувства сострадания, сожаления и без боли. И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы. На первый взгляд это вообще непонятно, безумие какое-то. Но это только на первый взгляд. На второй и третий тоже. Невозможно создать гениального музыканта или математика, покопавшись в генах. Талант человека и его способности не прописываются в генах. Утверждать подобное значит вообще ничего не знать о генетике. Что же касается украинских биолабораторий, где исследуются разные инфекции. А чем, простите, занимается созданный пару лет назад в Новосибирске Центр микробиологии? Разве не изучением особо опасных инфекций? Работа украинских лабораторий не имеет никакого отношения к созданию биологического оружия. Это обычная научная работа, которая ведется во всех странах, в том числе и в России. Хотя постойте, может быть, Путин хочет сказать, что Новосибирский центр как раз и занимается созданием биологического оружия? Поэтому Путин украинцев и подозревает? Интересная версия. На варе и шапка горит.
Так, кажется, гласит русская пословица, да? Ладно, шутили и хватит. Продолжим разговор про российскую конспирологию. То есть вы поняли, эта российская армия сражается не против Украины, она сражается против прекрасного нового мира в лице Бильдербергского клуба, который собирается генетически инженерных людей изготовлять и извести человечество с помощью гомосексуальных браков в развитых странах и убийственных вирусов в других частях мира. И все это еще вместе с Рокфеллерами, братьями Даллес и Всемирной организацией здравоохранения. Ты реально считаешь, что Путин сошел с ума? Да, дорогой Оскар. В том-то и дело, что Россией управляет сошедший с ума невежественный конспиролог. И прямо сейчас этот Усама бен Ладен держит палец на ядерной кнопке. Впрочем, про паранойю Путина мы подробно поговорим дальше, а пока вернемся к фундаментальным идеям российской доктрины. Вторая идея – это идея русского мира и великой миссии, возложенной на нашу страну. В уходящем году Запад пытался развалить Россию, даже не подумав о том, что в строении мира Россия – это несущая конструкция. Посоветую укропам, сдавайтесь, все ваши грехи вымерзнут в наших гулагах, и вы вернетесь чистенькими в наш русский мир, который переплавит все. Краеугольный камень российской доктрины – это идея особого пути и особой миссии – спасения мира. У каждого народа есть своя миссия в мире, и для того, чтобы вот так вот ей следовать, для того, чтобы так верить. Доктрина сама по себе описывает реальность, но нужна еще и цель. Должна быть какая-то великая миссия. Доктрина объясняет, что было в прошлом и есть сейчас. Миссия указывает направление движения в будущее. Третий рейх, мировая революция или идеи Чучхе, да какая в сущности разница? Наш многонациональный российский народ спасет не только свою страну, но и весь мир. Я уверенно заявляю вам, что в этом плане Россия и есть мессия. Как сообщество, сектанты чувствуют, что избраны Богом или неведомой силой, чтобы вывести человечество из тьмы неведения в новую эру просветления. У членов секты активно формируют представление, что на них возложена великая миссия, и они призваны сыграть особую роль в истории, которую по достоинству оценят потомки. Кажется, мы уже это где-то видели. Главная судьба России. Защита Родины – это наш священный долг перед предками и потомками. Нравственная, историческая правота на нашей стороне. Членам секты внушают, что они входят в элитные бригады человечества. Россия станет оазисом света. Все будут стремиться попасть сюда, но не каждому это будет дано. Ощущение особенности, причастности к спасению мира, принадлежности к передовому отряду истинных верующих, которые направляют историю человечества, служат сильным эмоциональным стимулом для самопожертвования и тяжелой работы. Работы в чьих интересах? В интересах руководства секты и особенно лидера, персонально. Перед нами напряженная работа, которая потребует участия всего российского общества. Каждый должен встать на своем посту, на своем фронте, на защиту нашей Родины. Всех братьев по оружию поздравляю с наступающим 2023 годом. Ура! Им внушают, что они лучше, умнее и могущественнее тех, кто не входит в группу. И вдруг ему кто-то говорит: ты на самом деле вообще крут. Ты теперь целый спаситель Родины от фашизма. Только ты хороший, только ты святой, только ты спасешься и попадешь в рай, а они все злодеи, они хотят зла, поэтому, ну вот, понимаете, они теперь враги, все. То есть вот классика жанра, то, как людей вовлекают в секту. В результате они ощущают еще больше ответственности, чем когда-либо прежде. Им кажется, что на их плечах покоится весь мир, поэтому они не понимают, когда люди на улице им говорят, что, уйдя в секту, они прячутся от реальности и избегают ответственности. Вы спрашивали, почему ваши родные и друзья не осознают, что стали сектантами? В том числе вот поэтому.
С точки зрения сектанта, сектантами являются все остальные. Это не ему промыли мозги, это всем остальным промыли мозги. Они находятся во тьме неведения, а он как раз воин света. В том-то и дело, эти люди искренне верят, что защищают добро и свет, так, как они его понимают. Прекрасно. Можно я тебе пример приведу? Ты живешь в доме, и в соседней квартире у тебя, не твоей, взрослый мужик, как сказать помягче, бьет свою жену. Ты вызывал милицию. Раз. Приезжали. 2. 3. Ты понимаешь, что ты в состоянии этому мужику врезать, чтобы он успокоился. И сказать, что если еще раз, врежу сильнее. Это нормально? Такими словами Оскар Кучера описывает защиту жителей Донбасса от украинских властей. Он считает, что Россия делает доброе дело, забывая при этом, что именно Россия в 2014-м подожгла фитиль на Донбассе. Как написано в книге «Деструктивные психотехники», контроль поведения, мыслей, эмоций и информации оказывает колоссальное воздействие на человека и позволяет манипулировать людьми даже с самой устойчивой психикой. Мало того, именно люди с крепкой психикой составляют ядро секты и входят в число самых фанатичных и преданных ее членов. Россия, зная, что на нее нападут, сделала превентивный удар и напала не на Украину, а на тех американских и британских солдат, и польских в особенности, которые там были. Судя по всему, он честно и искренне верит в эту галиматью. Он верит в то, что он говорит. Не каждый сторонник войны продажный циник. Большинство рядовых сторонников войны как раз ничего за это не получает. Это честные, идейные сектанты. Я ни копейки денег с этого не заработал, чтобы ты понимал. У меня не открылись никакие горизонты. У меня не появилось новой работы. У меня не появились какие-то связи. Меня не пригласили в Кремль или куда-то еще. Или какую-то государственную работу дали на государственном телеканале. Я никакого бенефита с этого дела не получаю. Я поддерживаю. Для меня страна – это мои люди. И эти люди сейчас гибнут. Единственное, что я хочу, чтобы это все прекратилось к чертовой матери. Понимаешь? И здесь я еще раз хочу сказать. Объяснение – это не оправдание. Да, судя по всему, Оскар Кучера честный сектант, но принадлежность к секте не освобождает от ответственности. В будущем придется нести ответственность за свои слова и оправдание преступной войны. Не уголовную, а моральную. Отмыться уже не удастся. Это пятно на биографии останется. И здесь вы наверняка скажете: только не я. Зачастую мы ошибочно считаем жертв сект недалекими и слабовольными людьми, которые не смогли вынести тяготы обычной жизни и предпочли добровольно передать бразды правления другим, так как гораздо проще жить по указке, снимая с себя ответственность за принятие решений. Помните, что в большинстве случаев люди не присоединяются к сектам сами, секты их вербуют. Мы убеждены, что с нами такое никогда не произойдет, потому что нам хочется верить, что мы умнее и сильнее миллионов людей, ставших жертвами психологического контроля в сектах. Несмотря на пугающую информацию о деструктивных сектах и потенциальную возможность стать пленником одной из них, мы сохраняем полное спокойствие и уверены, что именно нас никто никогда не завербует. Все мы, независимо от уровня культуры, духовного развития и жизненных принципов, нравится нам это или нет, уязвимы и не защищены. Все мы можем стать жертвами психологического программирования. Если она меня считает запропагандированным там вот с телеэкрана, ну, во всяком случае, там 17 лет работая на следствии и потом в основном приходилось иметь дело с ложной информацией, которую пытались люди говорить и определять, почему она ложная, почему она не ложная. Ну, как бы все время приходилось, и опять же отталкиваться от фактов. Помните о том, что ваша неуязвимость – это иллюзия. Одному Богу известно, сколько людей попалось на крючок и было завербовано в подобной организации, только потому, что они считали себя умными, сильными и способными выкрутиться из любой ситуации. Третья идея, самая важная, самая глубинная. Если остальные вещи еще можно объяснить каким-то обычным патриотизмом, чувством обостренной национальной гордости, то извращенное православие стало краеугольным камнем всего этого безобразия.
Апостол Павел говорит, что наши начальники народные при поясе носят меч, дабы свидетельствовать тем самым, что им дана власть соблюдать закон божественный. То есть они имеют право на то, чтобы карать, пресекать земные судьбы и давать возможность человеку осознать даже через такое страшное событие, как лишение жизни. Многие либералы сейчас скажут: нет, даже правитель не имеет права лишать жизни и так далее. Нас к этому долго приучали. Но Священное Писание говорит совершенно об обратном. Нормальное заявление, да? Нет, это трэш. А как это можно прокомментировать? А можно ли за идею убивать людей? Вот здесь для богословия скорее такой вопрос. Если это идейный убийца, идейный воин, а приемлемо ли это вообще с точки зрения христианства? Или же это форма язычества? Форма, в каком-то смысле, религиозного человеческого жертвоприношения? Вот. Не идолопоклонник ли он часом? Как известно, опаснее всего Божья искра в голове, набитая опилками. Про путинское невежество и склонность к конспирологии мы уже говорили. Теперь пришла пора поговорить о том, как к этому прибавилась религиозность. В какой-то момент она стала модной в кремлевских кругах. Это случилось не просто так. Все дело в том, что Владимир Путин потихонечку старел. Это вообще характерно для пожилых людей — задаваться вопросом, что тебя ждет после смерти. Отсюда проистекает интерес к религии, отсюда вытекает и страх смерти, мнительность, озабоченность состоянием собственного здоровья. Старость не радость. И с годами потихонечку, постепенно Путин стал человеком очень религиозным. Несколько раз ездил на Афон, Владимир Якунин привозил благодатный огонь спецрейсом прямо из храма гроба Господня. Путин даже не постеснялся и установил памятник крестителю Руси князю Владимиру. Вот он на этой фотографии, на Боровицкой площади, прямо рядом с кремлевскими воротами, через которые Путин въезжает на территорию Кремля. Вроде бы обычный памятник православному святому, но по сути это памятник самому себе. Это он так сравнивает себя со своим небесным покровителем. Грех гордыни? Не слышали? Отправляясь на работу в Кремль, Путин каждый раз проезжает мимо этого памятника. Хорошо известно, что существует такой митрополит Тихон Шевкунов, личный духовник президента России, человек, который явно много лет нашептывал ему и вкладывал в голову разные мысли, идеи и соображения. Народ, президент, Бог. Иерархи церкви убеждали Путина, что вся власть от Бога, а значит он избранный. Он с удовольствием это слушал, и они были рады стараться. Это увеличивало их влияние. Больше денег, больше власти, больше новых церквей. До поры до времени в Кремле во все это игрались, а потом дело начало принимать серьезный оборот. По сути, они из православия выковали языческий культ войны. Вот перед вами главный храм вооруженных сил Министерства обороны РФ. Храм, мимо которого я многократно проезжал на своей машине. У меня дача недалеко от него. Единственное в мире капище бога войны. Абсолютно языческое. Когда я показываю вот эту фотографию людям из других стран, они, конечно, в шоке. Потому что представить себе, что прямо над алтарем, на стене нарисован объятый языками пламени ангел войны, это, конечно, сильное зрелище. Это культ смерти. Вся эта война оправдывается высшей целью и служением Господу. И здесь, вы знаете, мне приходят в голову слова из Священного Писания. Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих. Вот такой вот Донбасс за нами и с нами Бог. Вот так выглядят сейчас города, которые бомбят российские войска. Народ и партии едины. Сплав милитаризма и религии на протяжении этих 20 лет крепчал год от года. Вот, например, хор попов, которые исполняют патриотические песни. Этот день победы городом пропал. Но это еще невинные шалости. Невелика беда. Поют священники песню про войну. Что такого?
Правда, если бы похожая история случилась в Ватикане, и там какой-нибудь хор григорианских монахов начал бы распевать песни про войну, все бы слегка охренели. Но Россия – это другое. Нам ведь можно, правда? Дальше больше. Вот достаточно свежая заметка. Владимирская епархия провела спортивно-патриотические соревнования по метанию гранаты и сборке автоматов. Метание гранаты во имя Господа. Как тебе такое, Илон Маск? Ну а со временем культ войны начал принимать уже совершенно дикие формы. Слава советской армии! Армии победителей! Слава советскому народу! Народу победителей! Кто ваши деды? Наши деды победители! Чьи вы внуки? Мы внуки победителей! Что такое крест? Крест – это орудие и знак победы над грехом и смертью. Что такое страх? Когда нет любви. Что такое зависть? Когда нет любви. Что такое любовь? Это жертва. Это не секта? А что тогда? Но вот такое состояние умов населения, народонаселения огромной страны, там, с правом вето, с атомным потенциалом, вот такая вот зомбированность, не является ли она тоже кошмаром и чудовищной катастрофой? А как красиво и безобидно все начиналось. Детишки в пилоточках и гимнастерочках, деды на палках, красивые наклейки на машинах. Культ войны и смерти развивался дальше. Какая секта не мечтает о собственных смертниках? Это очень полезные люди. Христос воскрес, и все вместе с Ним воскреснем. И жизнь вечна, а потому идите смело исполнять свой воинский долг. И помните, что если вы жизнь свою положили за Родину, за други своя, как говорит Священное Писание, то вы будете вместе с Богом в Его царстве, в Его славе, в Его вечной жизни. Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Это Саша. Он думает, как прокормить семью, как подарить сыну велосипед, как оплатить долги по ЖКХ. Надеяться на удачу, действовать рисковыми путями, ждать, что все однажды изменится – все это ненадежно. Но выход есть. У Саши друг Петя. Он смог вырваться из такого же замкнутого круга и изменить свою жизнь. Как ему это удалось? Петя взял судьбу в свои руки и записался добровольцем. Как записаться? Записаться можно на сайте госуслуги или напрямую через военкомат. Саша обрадовался. Теперь у него зарплата, о которой он раньше и не мечтал. Новая профессия, новые друзья, карьерный рост, бесплатное лечение для себя и семьи, льготы от государства. А также статус ветерана боевых действий, а значит уважение. Саша, молодец. Будь как Саша. Запишись в добровольцы и измени свою жизнь к лучшему. Вот такая, понимаешь, социальная реклама. Налетайте, граждане шахиды. Выгодное предложение. Зарплата, о которой вы раньше и не мечтали. Если доживете хотя бы до первой зарплаты, разумеется. Попадем в рай, попадем в рай, попадем в рай. И вот сейчас смотрю на экран, упираюсь взглядом. Сидит что-то глыбообразное и говорит что-то нечеловеческое, когда это произошло. И правда, когда же это произошло? Доктрина секты свидетелей Путина формировалась годами. Многие были рады поучаствовать в этом процессе. Надо понимать, как устроена машина государственной пропаганды. На вершине стоит лидер, который продвигает некую идею. Эта идея кажется ему важной и правильной. Дальше эта идея должна быть доведена до миллионов людей. Но как это сделать? В дело вступает администрация президента, где работают специалисты, ответственные за разработку идеологии. Не надо считать их неучами. Это хорошо образованные люди, весьма начитанные. Они формулируют смысл и создают скелет доктрины. Потом эта доктрина спускается еще на один уровень ниже и отдается в руки специалистов по политическим технологиям. Эти люди также весьма образованы и много знают о социальной и индивидуальной психологии, теории и практике коммуникации, методах манипуляции массовым сознанием. Их принято называть политтехнологами, но куда как правильнее называть их социальными инженерами. Эти специалисты получают деньги, и очень большие деньги, за достижение конкретного результата, побудить людей совершить какое-то действие, необходимое заказчику. Скажем, заставить их проголосовать за нужного кандидата, сформировать нужное общественное мнение по какому-то вопросу и так далее. Если они выполняют свою работу хорошо, они получают много денег.
Если же добиться результата не удается, они перестают зарабатывать. То есть их заработок зависит от того, насколько хорошо им удается решать задачи, необходимые власти, а методы достижения этих целей не имеют значения. Цель оправдывает средства. Если надо заразить вирусом конспирологии целую страну, они это сделают. Фейки – не проблема. Антинаучная бредятина на федеральных каналах – не проблема. Ложь и манипуляции – не проблема. Барин платит, медведи пляшут. Наматывая мясо на скелет идеологии, они прорабатывают каналы донесения информации, конкретной формулировки, содержания и смысл идей. Они создают инструкции, объясняющие, что и как нужно будет рассказывать в государственных средствах массовой информации. Это вопрос того, что ты отстаиваешь позицию, ты приводишь аргументы, ты находишь слабые стороны партнера, ты его пытаешься положить на лопатки, ты пытаешься все свои аргументы таким образом скомпоновать, чтобы выигрышная твоя была позиция и твоя сторона. Вот пример такого специалиста. Это Тимофей Сергейцев, известный политтехнолог. Уверен, вы вряд ли слышали эту фамилию, ведь такие товарищи предпочитают держаться в тени, а не вставать под цвет софитов. Тем не менее, этот очаровательный мужчина весной опубликовал статью, которую озаглавил так: «Что Россия должна сделать с Украиной?». И вышла эта статья не где-нибудь, а на сайте РИА Новости. Что же он пишет в этой статье? Помимо верхушки, виновна и значительная часть народной массы, которая является пассивными нацистами, пособниками нацизма. Они поддерживали нацистскую власть и потакали ей. Справедливое наказание этой части населения возможно только как несение неизбежных тягот справедливой войны против нацистской системы, ведущейся по возможности бережно и осмотрительно в отношении гражданских лиц. Какой добренький. Дальнейшая денацификация этой массы населения состоит в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями, подавлением нацистских установок и жесткой цензурой не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и образования. Кстати, к вопросу о пресс-конференции патриарха, где тот рассказывал о враге рода человеческого и конце света. Посмотрите внимательно вот на этот кадр. Никого не узнаете? Вот же он, Сергейцев, сидит в зале, на заднем плане, в очочках и с бородой. Понимаете? Все это одна компания, один тесный кружок единомышленников. Церковные власти, администрация президента и политтехнологи. Это лишь один профессиональный негодяй, зарабатывающий деньги созданием смысловых галлюцинаций. А ведь были и многие другие. Вот Владислав Сурков, в прошлом замглавы администрации президента, один из главных идеологов страны. Вот Александр Проханов, журналист и большой поклонник Сталина. Вот Александр Дугин, известный мракобесный философ. Это изготовители смыслов. Продвижение идей имперского величия и русского мира – их рук дело. Соловьев, Симоньян – это отдельный цех, это исполнители и ретрансляторы, но никак не идеологи. А вот эти создавали, разными способами выковывали эту самую доктрину. Дальше, как уже говорилось, доктрина с подробными инструкциями спускается еще на один уровень ниже. Непосредственным исполнителям. Это и пиарщики, и организаторы проправительственных митингов, и чиновники разного уровня. Ну и, конечно, пропагандисты из разных государственных СМИ. Проблема в том, что путинские идеологи, следуя запросу заказчика, много лет накачивали его паранойю. Я знал, что внедрение возможно, потому что я сделал это. Я влез в него и поместил там идею. Простую, незначительную мысль, которая могла бы изменить все. Они хорошо понимали, какие речи нравятся вождю, какой продукт он готов купить, и на перегонки старались ему угодить. В личных корыстных интересах, разумеется. Я раб прибыли. Возникает простой вопрос. Зачем? Зачем создавалась эта доктрина? Зачем Путину все это безобразие понадобилось? С какой целью вот это вот чудовищное мракобесие насаждалось, продвигалось и пестовалось? Изначальная цель была простая и незамысловата – оправдать управленческие ошибки и прикрыть бессовестное воровство. Это был просто удобный инструмент контроля, искусная манипуляция социальных инженеров, состоявших на службе у машины государственной идеологии. Но со временем они и сами начали верить во все это безобразие. И те, кто все это изготавливал, и те, для кого это делалось – политическое руководство России. В принципе-то, люди, когда, до того, как они к власти пришли, они вообще иногда нормальными были наверняка. Мне хочется верить в это. Возможно, потом что-то случается. Еще как случается.
Помните, что написано в книге «Деструктивные психотехники»? Эти люди очень опасны, потому что они психически неуравновешены и в конце концов сами начинают верить в то, что пропагандируют. Лжепророки сначала рассказывают эти басни людям ради достижения собственных целей, но со временем начинают искренне верить во всю эту глиматью. Вот такая безрадостная картина. Современная Россия – это секта внутри секты, как матрешка. И никакие мы не сектанты. Мы просто группа ошалелых вооруженных фанатиков. Еще какие сектанты, гражданин Лавров? Властная верхушка, то есть люди, которые сидят в Кремле и непосредственно общаются с Путиным, это основное ядро секты, а остальная часть населения – это рядовые сектанты, которым сверху спускают определенную идеологическую программу. И основана эта программа на параноидальной картине мира, существующей в голове Владимира Путина. Для начала давайте поговорим о паранойи как таковой. Что это такое? Паранойя – редкий тип хронического психоза, обычно начинающегося в зрелом возрасте. Для паранойи характерно постепенное развитие логически построенных, монотематических, систематизированных бредовых идей, иногда сверхценных идей. Монотематические означает зацикленность на какой-то одной теме, одной навязчивой идее. Сверхценная идея – психиатрический термин, обозначающий суждение, которое преобладает в сознании над всеми остальными суждениями. Человека охватывает чрезмерная одержимость в достижении какой-либо цели. Страдающие паранойей отличаются нездоровой подозрительностью, склонностью видеть в случайных событиях происки врагов, выстраивать сложные теории заговоров против себя с сохранением в остальном логичности мышления. Это очень важно. У параноиков логика не нарушена. Обычные люди, как правило, думают, что сумасшедший человек – это кто-то с безумными глазами и бессвязной речью, одетый в смирительную рубашку. А на самом деле многие психически больные люди внешне практически не отличаются от здоровых. Параноидальные теории выглядят внутренне согласованными и непротиворечивыми, а потому оспорить их бывает крайне непросто. Параноики могут казаться вполне вменяемыми людьми, однако их картина мира будет далеко за гранью нормального и разумного. Проблема в том, что, как говорил знаменитый философ Джон Лок, безумец – это тот, кто правильно развивает ошибочные постулаты. Не имеет значения, насколько силен ваш логический аппарат. Если вы подаете на вход неверную информацию, на выходе вы получите чудовищно искаженное представление о реальности, хотя сама по себе ваша логика будет безупречна. Мусор на входе – мусор на выходе. Логичное развитие ошибочных постулатов – это попытка из цемента испечь пирог. Вы можете сколь угодно точно следовать рецепту, но цемент не заменит муку, хотя и то, и другое – мелкий рассыпчатый порошок. Негодные ингредиенты превращаются в несъедобное блюдо. Скорее всего, вы скажете, Путин не может быть параноиком, потому что этого просто не может быть. Но в том-то и дело, что люди сходят с ума. Болезнь не выбирает, кого атаковать, а кого нет. Для нее равны все, что сантехники, что президенты. Сойти с ума может любой. Почему людям так трудно допустить, что Путин параноик? Разве мало было параноиков и фанатиков во главе государств на протяжении всего 20 века? Иосиф Сталин, Мао Цзэдун, Адольф Гитлер, камбоджийский кровавый марксист Пол Пот, президент Египта Анвар Садат, целая россыпь африканских диктаторов, некоторые даже человечину ели. Сколько нужно примеров, чтобы понять простую мысль? Да, главы государств тоже могут сходить с ума, как и все остальные люди. Путин идеально подходит под описание параноика. Тут и нездоровая подозрительность, стремление во всем видеть происки врагов. Правозащитные организации, теперь мы в этом окончательно убедились, западные правозащитные организации, создавались не как инструмент борьбы за права человека, а прежде всего как инструмент влияния на внутреннюю политику России и прежде всего других стран бывшего Советского Союза. Да, безусловно, они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей. Поэтому с полным на то основанием уверенно можно сказать, что весь так называемый западный блок, сформированный США по своему образу и подобию, и весь он целиком и есть та самая империя лжи. Про конспирологию Путина мы тоже уже говорили. Тут и биоматериалы, и генетически модифицированные универсальные солдаты, и прочее мракобесие. Не прекращались попытки разрушить наши традиционные ценности и навязать нам свои псевдоценности, которые разъедали бы наш народ изнутри.
и которые прямо ведут к деградации и вырождению, поскольку противоречат самой природе человека. Это он про родителя номер один и прочую гей-пропаганду, если кто не понял. Мы про это уже говорили, нет смысла повторяться. Сверхценная идея у Путина тоже присутствует, разумеется. Эта идея – защита страны в целом и спасение ее от НАТО в частности. Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего. Принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей Родины надежно гарантирована. А может, он просто сильно любит Родину? Нет. Когда человек безо всякой причины начинает кровопролитную войну, это уже не любовь к Родине. Это фанатичное следование своей навязчивой идеи. Понимаете, грань между убежденным сторонником и фанатичным последователем, между патриотом и нацистом очень зыбка. Вообще, норма – это размытое понятие, в ней много полутонов и градаций. В какой момент странность или причуда перейдет грань и превратится в болезнь, сказать крайне сложно. Тараканы в голове Путина увеличивались в размерах с годами, точно так же, как и у самых обычных людей. Это результат старения. В старости причуды обостряются и превращаются в настоящие закидоны. А Путину в 22 году исполнилось уже 70 лет, не забывайте об этом. Какой бы грим ему ни накладывали перед съемками, он уже не может скрыть очевидный факт. Путин постарел. Конечно, не каждый с возрастом начинает страдать старческим слабоумием. Но чисто статистически, чем старше человек, тем выше шанс, что у него начнется деменция, болезнь Альцгеймера или другие возрастные нарушения. Байден, окей, хорошо, это там и смех, и грех, как говорится. Я про него не думаю. Россияне смеются над Байденом, не понимая, что у них самих во главе страны стоит человек, выживший из ума. Перелом случился 3 года назад. Произошло скачкообразное изменение состояния системы. Почему? This is a series of resentments. This is a strategy of hegemony in the region. And I would say this is a post-COVID-19 consequence. Isolation. Because he's been so isolated? I think so. I think so. Любой психиатр вам скажет, что одиночество питает депрессию и безумие. Человек, заточенный в 4 стенах, начинает сходить с ума. Вот и Путин постепенно сходил с ума, погружаясь в пучины собственного сознания. 3 года назад, когда началась пандемия, он заперся в своей резиденции и почти перестал общаться с людьми. Только узкий круг наиболее приближенных к нему людей имел к нему непосредственный доступ. Мало кто из мировых лидеров прибегал к настолько параноидальному соблюдению карантина. И вот там, в режиме самоизоляции, Путин крутил и вертел свои мысли, медленно варясь в собственном соку. Начался передел мира. Военная машина движется. Столкновение России с этими силами неизбежно. Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. То есть пациент за несколько лет наконец дозрел и решил начать войну. В 2014 году во время аннексии Крыма обошлось без крови, и, судя по всему, у Путина сложилось мнение, что и в 22-м получится так же. Не получилось. Вместо захвата Киева за 3 дня получилась полномасштабная война. Причиной войны стали не проблемы с рейтингом, как говорят разные аналитики, и не грядущие выборы. Президентские сроки Путина обнулили в 2020-м. Центризбирком был полностью подконтролен. Он нарисовал бы любые цифры, которые позволили бы Путину остаться у власти. Никаких выборов в России давным-давно уже не было. Осталась лишь имитация. Причиной войны стал его совершенно искренний иррациональный страх. В картине мира Путина коллективный Запад устроил государственный переворот в Украине в 2014 году, чтобы Украина вошла в НАТО и войска Альянса подошли еще ближе к границам России. Кстати, именно этими соображениями объясняется аннексия Крыма. Дело даже не в историческом реваншизме и уж точно не в заботе о русскоязычном населении. Этим фиговым листком прикрыли реальную цель – сохранить базу Черноморского флота в Севастополе. Точнее всего логику Путина объяснил российский журналист Владимир Познер. Вот представьте себе, что в Мексике происходит революция. Это вполне возможно. В Мексике это да. И что к власти приходит правительство антиамериканское. Это тоже легко представить себе. И это новое правительство, опасаясь большого брата к северу, да, обращается к России и говорит: слушайте, ребята, вы не могли бы нам одолжить 10 дивизий, чтобы они стояли на нашей границе с Соединенными Штатами?
Соединенные Штаты допустили бы это? Ну, не надо даже отвечать на этот вопрос. Примерно так же рассуждали здесь. Будут тут дивизии на нашей границе. Ну и что? Мы этого не допустим. То, что происходило в Украине, опять-таки с точки зрения руководства российского, говорило о том, что не сегодня-завтра Украина станет членом НАТО. Если это произойдет, то на российской, украинской границе появятся войска НАТО. То есть, можно сказать, Соединенных Штатов. Потому что, конечно, НАТО – это Соединенные Штаты. Это раз. Во-вторых, Крым, где базируется в Севастополе российский военно-морской Черноморский флот, станет базой совсем не Черноморского флота, а, скажем, американского 6-го флота. С точки зрения этих людей, это являлось экзистенциальной угрозой. И вот они поступили так, как они поступили. Это нарушение? Да, конечно, нарушение. Это безусловно. Но логика этого нарушения мне понятна. Она мне понятна. Это очень хорошее объяснение логики Путина, хотя в ней есть фундаментальный изъян. Об этом поговорим чуть позже. Я согласен с Познером в другом. Именно этой логикой Путин и руководствовался в 2014 году, когда аннексировал Крым. Защита русскоязычного населения стала просто официальным объяснением, не более. Нельзя же было на весь мир заявить: мы боимся НАТО и потери военно-морской базы в Севастополе, поэтому забрали себе кусок чужой территории. Это было бы нарушение международного права, прямой военной агрессии, хоть и без жертв. Поэтому всему миру рассказывали об историческом праве России на эти земли, о защите русскоязычного населения, праве нации на самоопределение и референдуме. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Донбасс же Путина никогда по-настоящему не интересовал. Помочь оружием сколько угодно. Принять в состав России ни в коем случае. Это создало бы лишние, совершенно ненужные трудности. Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно. Конфликт на Донбассе уже сам по себе был выгоден Путину. Он решал его главную задачу – ставил крест на вступлении Украины в НАТО. Страна, в которой продолжается военный конфликт, не могла вступить в альянс. А именно этого Путин и добивался. Но россиянам, естественно, продолжали рассказывать сказку про защиту русскоязычного населения. Почему же в 1922 году началась война? Видимо потому, что поползли слухи, будто бы НАТО готово принять Украину в свой состав, несмотря на проблемы с Донбассом. И Путин слетел с катушек. У него сдали нервы. Он решил, что остался последний шанс помешать этому, и начал войну. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. И хочется верить в то, что мы когда-нибудь узнаем это и доживем до этого момента, что действительно не было другого выбора. Конечно, другой выбор был. Но, как я уже сказал, причиной стал параноидальный страх. Путин решил, что Запад намеревается уничтожить Россию. Уничтожить в прямом смысле. Нанести ядерный удар по ее территории. Та информация, которую Путин получал последние годы, находясь в изоляции, и особенности его картины мира сформировали у него очень специфическое восприятие реальности. В этой реальности коллективный Запад совершал и совершает недружественные шаги, угрожающие безопасности России. Так уж мы люди устроены. Набор фактов может быть одним и тем же, а интерпретации абсолютно разными. Текст Библии одинаков для всех, но толкуют его люди по-разному. Толкователи нам сбивают ориентиры, и для многих хорошо и плохо меняется местами. Знаете, в аргументации есть такое понятие, как производит впечатление только те аргументы, которые отвечают твоим внутренним установкам. Или твоему представлению о справедливости. Если они не отвечают, они отвергаются. И только очень сильный и самостоятельный человек может позволить себе усомниться в своих собственных установках. А большинство людей этим трудом не занимаются. Поэтому они принимают абсолютно так, как им это удобно. Иначе оказывается, что они не понимают, неправы и заблуждаются. Трактовка Путина была такой: Россию со всех сторон окружают враги, которые стремятся ее уничтожить. Поэтому 8 лет он копил силы, а потом начал джихад.
услышьте и возрадуйтесь. Ибо вам довелось быть спасенными великим Титаном. Полагаете, это мучение? О, нет. Это освобождение. Разница между обычным бытовым параноиком и Владимиром Путиным в том, что у обычного параноика нет таких колоссальных ресурсов. Он тихо сидит у себя дома и несет околесицу под сочувственные вздохи родственников. Совсем другое дело, когда параноиком оказывается человек с доступом к ядерному оружию. Постой-ка, скажете вы, а вдруг Путин прав? Может, угроза действительно была и с каждым годом становилась все серьезнее? Или нет? Как понять, насколько обоснованы его страхи? Может быть, он гораздо лучше информирован и знает что-то такое, чего нам не рассказывают? Я верю в то, что он, я надеюсь, что он понимает, что он делает. Что ж, действительно, один из принципов справедливого суда – принцип равноправия сторон. Обе стороны должны иметь возможность высказаться и привести свои аргументы, объяснить свою позицию. Невозможно принять справедливое решение, если мы выслушали только одну сторону. Какой бы ни была позиция той или иной стороны, право озвучить эту позицию должно соблюдаться. А уже потом можно делать выводы о том, кто прав, а кто виноват. Давайте еще раз посмотрим фрагмент выступления Путина 21 февраля. Пусть он своими словами объяснит, зачем и почему он начал войну. Пентагон уже открыто ведет разработку целого ряда ударных средств наземного базирования, в том числе баллистических ракет, способных достигать целей на дистанции до 5500 километров. В случае размещения таких систем на Украине, они смогут поражать объекты на всей европейской территории России, а также за Уралом. Подлетное время до Москвы крылатых ракет «Томагавк» составит менее 35 минут, баллистических ракет из района Харькова 7-8 минут, а гиперзвуковых ударных средств 4-5 минут. Это называется, это прямо нож в горло. И они, не сомневаюсь, рассчитывать, реализовать эти планы. Что же, позицию Путина мы выслушали. Давайте ее разберем. Я понимаю, что обсуждать параноидальный бред так себе удовольствие. Но ведь в этот бред поверили миллионы обычных людей, для которых еще не все потеряно. По крайней мере, мне хотелось бы надеяться, что это так. Контраргумент номер 1. Посмотрите на карту. От Москвы до Таллина или Риги не намного больше километров, чем от Москвы до северных границ Украины. А уж от Эстонии, тоже страны НАТО, до Санкт-Петербурга вообще рукой подать. Балтийские страны вступили в НАТО давным-давно, еще в 2004 году. Если Альянс планировал нанести ядерный удар по России, у него было почти 20 лет для этого. Вступление или не вступление Украины в НАТО не меняло ничего с точки зрения ядерной безопасности. Никакое подлетное время не сокращалось. Если бы удар был нанесен с территории стран Балтии, подлетное время было бы точно таким же. И уж тем более даже речи не могло быть о каком-то наземном вторжении на территорию России. Даже сейчас, когда идет самая настоящая полномасштабная война, на российской территории боевые действия не ведутся. Понимаете почему? Именно потому, что Россия прикрыта ядерным щитом. Ее не могут атаковать, в нее не могут вторгнуться. Москву не будут бомбить, ее не будут штурмовать танки. Ядерный щит гарантирует, что на Россию никто не нападет и не собирался этого делать. Но как быть с продвижением НАТО? Наверное, Альянс действительно год за годом наращивал свою мощь. Однако статистика опровергает и этот аргумент. Бюджет НАТО не рос, а сокращался, несмотря на принятие новых членов. Год за годом НАТО тратило меньше денег, а не больше. Даже Соединенные Штаты вкладывали все меньше денег в эту организацию. Рост бюджета НАТО начался после 2014 года, после аннексии Крыма, когда европейские страны испугались российской агрессии и увеличили траты на безопасность. Получилось самосбывающееся пророчество. Путин боялся НАТО, действовал крайне агрессивно, и в ответ НАТО действительно стало укрепляться. Великий геостратег, одним словом, добился того, что нейтральные Швеция и Финляндия перепугались и тоже побежали вступать в НАТО. Маленький идиот. Вот невезуха. Ну и, наконец, третий контраргумент. Железобетонный контраргумент, о который разбивается любая конспирология и любые разговоры о необходимости начала войны в Украине.
Этот аргумент – удар возмездия. Из России матушки вдаль глядят с арматушки нас соединенные штатушки. Не имеет значения, насколько близко или далеко от наших границ расположены пусковые установки противника. Невозможно нанести ядерный удар по России или любой другой ядерной державе, не получив в ответ встречный удар, уничтожающий все живое на планете. Даже подлетное время от Харькова или Балтийских стран до Москвы не имеет значения, потому что система автоматического нанесения удара возмездия сработает в автономном режиме. Невозможно выиграть ядерную войну. В ней не будет победителей. Это аксиома, на которой держится весь послевоенный мир. 80 лет прочного мира между крупнейшими мировыми державами были обеспечены именно наличием взаимного ядерного сдерживания. Разногласия, трения и даже холодная война были, а горячей войны не было. Да даже сам Путин говорит о неотвратимости удара возмездия. Потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. После того, как СПРН получает сигнал о ракетном нападении, с нашей стороны в воздухе оказывается сотни наших ракет. Остановить их невозможно. А если ответный удар неотвратим, кто же станет наносить удар по России? Так что страх нападения на Россию – это параноидальный, иррациональный страх, не выдерживающий проверки фактами и логикой. Угроза ядерного удара по России как причина вторжения в Украину – это паранойя в чистом виде. А использование этого аргумента для обоснования войны – это, как сказал уважаемый Марк Семенович Солонин, человек глубоко интеллигентный. Это, на мой взгляд, самое крупное наебало последних 50 лет. Понимаете? Вот где ключевой изъян в путинской логике. Он считает, что НАТО готовится нанести ядерный удар, несмотря на удар возмездия. Вот где ключевое расхождение между реальностью и путинской паранойей. Он боится того, чего не боится ни один вменяемый человек на планете. Весь современный мир держится как раз на идее неотвратимости ответного удара. Именно поэтому страны, обладающие ядерным оружием, не воюют друг с другом. Слишком велики риски, абсолютно неприемлемы. Возможны войны между странами, не имеющими ядерного оружия. Пример Армении и Азербайджана тому подтверждением. Возможно война между ядерной державой и неядерной страной. По такому сценарию развивались войны США в Афганистане и Ираке. Но невозможно война на территории ядерной державы. Это аксиома. Однако Путину удалось убедить россиян, что им угрожает ядерный удар и военное вторжение на территорию России. Удалось убедить вопреки самой элементарной логике. Вот откуда растут ноги у страха россиян перед базами НАТО. Они игнорируют наличие ядерного щита, как будто его и вовсе нет. Я должен вас поздравить, Ватсон. Вы сделали, в общем, правильные наблюдения. Вы ошиблись только в знаке. Нужно было поставить плюс, а вы поставили минус. Я действительно имею прямое отношение к преступному миру. Я сыщик. Сыщик. Ну, конечно. Ну, конечно. Мистер Ватсон, успокойтесь. Мистер Холмс. Ну, пейте, пейте. Вот так. Конечно. Как я мог не догадаться? Безумец – это тот, кто правильно развивает ошибочные постулаты. В современном мире единственный реалистичный сценарий ядерного конфликта, что первым ракеты запустит какой-нибудь сумасшедший, решивший сжечь мир дотла в огне ядерного пожара. И этот сумасшедший есть. Это как раз сам Путин, который в своей паранойи может дойти до края, запаниковать и отдать приказ о запуске ракет. Он уже много раз угрожал всему миру ядерным оружием. Поэтому весь мир так и боится России. Поэтому весь мир и помогает Украине. Все боятся, что могут стать следующими. Уже совершенно очевидно, что победить в войне Россия не сможет. Ни одна страна не в состоянии воевать со всем миром. Можно бросить в топку еще сотни тысяч жизней, но выиграть войну против Украины не получится. Россия не сможет победить, поставленные Путиным цели не могут быть достигнуты. Однако останавливаться Путин не намерен.
Проблема заключается в том, что проигрывать он не умеет, принять свое поражение он не в состоянии, он слишком самолюбив и упрям. Кроме того, параноик в принципе не может остановиться. Он будет вести войну до последнего, потому что его параноидальный страх сам по себе никуда не денется. Наоборот, любая поддержка Украины западными странами будет для Путина лишним подтверждением правильности его позиции. Это объясняет, почему эта война продолжается и будет продолжаться, пока он не будет отстранен от власти или физически не перестанет существовать. Будут новые волны мобилизации, новые жертвы, гигантские расходы на ведение войны. Конца и края не видно этому ужасу. Страна стала заложницей сошедшего с ума человека. Весь мир стал заложником. Ну и вот так оно и до нашего дня дошло. И какой со всего этого дела практический вывод? А практический вывод, на мой взгляд, совершенно ясный и понятный. Они сами не остановятся, если их всем миром не остановить. Ну ладно, Путин. Он, в конце концов, просто параноик, живущий в пузыре. Обычный лжепророк, хотя и очень влиятельный. Уже не молодой, постепенно сходящий с ума. В этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы сказал, мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш», «Отче», «Отец». Интересно другое. Как удалось заставить миллионы россиян поверить во всю эту ахинею? Все дело в том, что семена упали в подготовленную почву. Но об этом мы с вами поговорим в следующей серии. А пока... Question why I'm smiling. You buy a piece of paradise, you buy a piece of me. I'll get you everything you wanted, I'll get you everything you need. You don't need to believe in hereafter, just believe in me. Cause Jesus, he knows me, and he knows I'm right. I've been talking to Jesus all my life. Oh yes, he knows me, and he knows. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить выход следующей серии.